Всем привет! Вроде как я в эфире. На самом деле, вряд ли здесь кто-то будет. У нас сегодня посиделки музыкальные с кофеечком. Вот я подготовился. Сегодня будем пробовать записывать какое-то демо. У меня есть одна зарисовочка на оборудование, которое я тут недавно приобрел для себя. Дело в том, что я, так как работаю программистом, то устаю работать за компьютером, и вечером у меня уже просто, грубо говоря, нет сил заниматься музыкой. То есть в плане именно завершения своих каких-то демозаписей у меня накопилось очень много диктофонных записей там, за 7 лет в айфоне. Вот, и хочется их как-то реализовать, поэтому я задумался над такой концепцией. Ну, точнее, я даже не знал про нее, а изучив в интернете, увидел, что есть такая штука, называется DAW-less. DAW-less, то есть без DAW, то есть без секвенсора, без программы, в которой записываешь обычно звук в компьютер с помощью аудиоинтерфейса. Вот. Ну и, собственно, реализовать эту концепцию можно с помощью такого центрального, наверное, элемента. Это рекордер. Вот раньше были кассетные рекордеры, тоже, кстати, вот этой же фирмы Tascam, который я купил сейчас, вот такой цифровой рекордер. Сейчас его покажу. И в который попробуем сейчас что-то записать, потому что по сути, он у меня находится пару дней. Я буквально чуть-чуть потыкался, что-то понажимал. Что-то у меня получилось, что-то нет. Вот, поэтому сегодня тоже попробуем что-то сделать, не знаю, с каким результатом. Вот, поэтому увидим. Еще буквально сегодня мне пришла, точнее не пришла, а я сходил и приобрел с рук драм-машину. Вот, она называется Drum Brute фирмы Arturia. Давайте я вам сейчас все покажу. Для тех, кто будет смотреть записи, потому что здесь особо никого нет. Вот. Вот это вот рекордер, про который я рассказывал, Tascam. Model 12 он называется. И Drum Brute аналоговый синтезатор. Ну, в смысле, барабанный синтезатор, короче, драм-машина. Вот, такие дела. О, даже кто-то присоединился. Вообще супер. Привет. Не знаю, как там меня слышно, я что-то сомневаюсь, на самом деле, что хорошо. Я заказал микрофон и вообще планирую вернуться на канал, более-менее. Вот. Но пока... так, человек ушел. Но пока еще микрофон не доехал до меня, поэтому терпите меня вот таким образом. Так, в общем, покажу для начала тему, которая у меня есть, и которую я в рамках этого эфира попытаюсь записать хотя бы гитару и барабаны в нужном темпе и так далее, и посмотрим, что из этого выйдет. Вот, я сначала сыграю на акустике. Ну, темка, в принципе, такая простенькая довольно. Так. Вот, ну, в принципе, и все. Так.
Ничего такого хитрого здесь нет. Вот, поэтому сейчас мы сначала посмотрим, как тут все устроено, и попробуем выбрать темп, необходимый нам. И запишем для начала... и попробуем синхронизировать темп с драм-машиной. Я этого еще не делал, поэтому будет интересно попробовать и посмотреть. Да, и суть этого рекордера, в принципе, в том, что можно... Ну, как бы, в чем смысл, да? Можно записать прямо все сюда, не касаясь вообще компьютера, не открывая его. И даже прям экспортировать отсюда. То есть он пишет на SD-карту. Покажу. Вот тут вот SD-карточка, куда, в принципе, все записывается. Соответственно, также можно сюда экспортировать полностью уже баунс. Ну, делать баунс проекта полностью. Вот. Поэтому давайте попробуем здесь. Начнем с темпа. Темп тут настраивается. То есть как здесь происходит? Здесь есть меню. Мы сюда заходим. Так, я уже сам плохо помню. Короче, я еще не особо разобрался, поэтому смотрим вместе. Тут есть вот... Так, наверное, плохо видно. Выбираете песню. Ну и вот тут как бы песня уже создана. Первая, я не знаю, давайте, может, ее удалим. Можно ее удалить? Так, я особо не знаю, как удалить. Давайте попробуем новую создать. Новую, вот демо 0001. Здесь можно настроить качество записи 44-116 бит, 44-124 бита, 48-16, 48-24. Вот я выбираю 48-24, так как это такой стандарт студийный. Нажимаем ОК. Так, и вот песня создалась. Дальше мы, наверное, ее открываем вот так. Так, здесь можно сохранить. Не знаю, давайте сохраним. Наверное, просто выйти стоит. Сюда. Да, вот. Сейчас мы пишем в 001 демо. Так, по поводу темпа. Как здесь его настроить? Вот клик. Метроном, наверное. Метроном и темп. Вот, клик у меня подключен через вот обычные наушники айфоновские, старые. Вот, поэтому сейчас я попробую подобрать темп и... Так, давайте я выведу прям сюда, наверное, клик, может быть, чтобы слышно было, как я его подбираю. Так. Здесь есть специальная кнопка, которая стартует как бы клик, и можно его включить или выключить. Так, ладно, что-то не получается. Попробую просто через наушник. Да, вот сейчас даже, наверное, слышно вам будет. Вот, и дальше просто нажимаем сюда, в темп, и крутим вот этот джог, мультиджог, крутилку. Ага, чуть медленнее, чем 120, 105. Ну, 105, наверное, примерно. Оставим 105. Выходим из меню. Вот, в принципе, все, можно клик пока выключить. И теперь я попробую то же самое сделать на драм-брюте. Здесь тоже у нас есть темп. По-моему, он меняется вот здесь, да. Вот, если здесь у нас 105, то здесь тоже 105 выставим. Вот таким образом. Так, пока я вообще не думал насчет того, что там будет внутри. Давайте попробуем какой-нибудь звук вообще воспроизвести. У меня сейчас подключен просто по стерео микс output. Вот, и вставлен в первый канал. Соответственно, мы просто поднимаем первый канал и выход на SAP шину, на мои колонки обычные. Вот.
принципе, все работает. Так, что нам теперь нужно? Нам нужно глотнуть кофе немножко. И теперь, когда мы темп этот синхронизировали, да, мы можем записать, наверное, гитару сначала или барабаны. Давайте попробуем гитару, и получится ли у нас записать гитару, а потом сверху накинуть барабаны. Пока я понятия не имею, я не пробовал. Поэтому попытаемся. Так, это я убрал шум от холодильника. Сейчас вот электрогитара у меня дана в 3-й канал. Я его поднимаю, добавляю громкость. Значит, вставляем наушничек с кликом. Да, и покажу. То есть вот сейчас мы находимся в лайв режиме. То есть здесь у каждого канала есть переключатель режимов. Сейчас я его покажу. Тут есть, короче, лайв режим. Это вот когда просто мы играем. Есть PC режим. Это, видимо, для подключения к компьютеру, но я пока не разобрался. И есть MTR режим. MTR — это мультитрек рекординг. То есть здесь режим для подорожечной записи. И, собственно, когда мы играем вот так вот в лайве, то мы ставим просто лайв. А если мы хотим записывать, то мы ставим MTR. Я сейчас не поменял. Не на той дорожке поменял. Вот. MTR ставим, и вот здесь звука сейчас нету. Но когда мы будем делать рек, то есть когда мы будем записывать, звук должен появиться. Вот, поэтому пробуем. Здесь вот, собственно, транспортная вот эта панель. То есть стоп, плей и рек. Просто нажимаем рек сейчас, и пойдет запись. Так, пробуем. Угу. Почему-то звука у меня нет. Интересно. Все, понял почему. Вот, кстати, и с чем можно столкнуться, да? То есть, чтобы начать записывать дорожку, нужно сначала выбрать, какую дорожку записывать или какие вместе, да? То есть вот здесь есть такие кнопки рек. Мы ставим вот так вот рек, она начинает мигать. И потом уже при нажатии на общую запись оно будет записываться. Вот сейчас попробуем. Так, 2 раза стоп, чтобы вернуться назад, откатиться. И погнали.
Так, все, стоп. Еще раз стоп, чтобы перемотать. И нажимаем play и слушаем, что у нас получилось. Все. Гитара записана. Причем самая крутая фишка в том, что здесь можно прям сразу накладывать эффекты. То есть вот берешь вот эту FX панель, вот эту, которая оранжевая. Ой, не то. Вот. Вот, допустим, я здесь хорус сейчас добавил, слышно. Тут можно выбирать эффект, вот сюда нажимаем. Меняем на вот пинг-понг, например. Ну, пока что-нибудь попроще сделаем, типа play. Вот, выходим. И индивидуально для каждого настраивается. Ну вот, допустим, настроили вот так. Все, кайф. Так, теперь давайте пропишем какой-нибудь хай-хет. Точнее, подстроим, наверное, ну, какой-то ритм более-менее. Запишем его сначала, ну, точнее, да, подготовим его в аналоговой драм-машине, а потом просто запишем целым миксом сюда и посмотрим, что получится. Так, попробуем переключиться сюда, перейти. Так, надеюсь, будет что-то видно вот так вот. Так, ну я сделаю супер простой бит, так как я только что принес эту драм-машину, я еще ничего тут не понимаю. Так что мы сделаем просто хай-хет, типа, можно с открытым, например, в конце. Здесь тоже есть кнопка метронома, то есть мы сейчас можем, ну, как бы, у нас уже темп синхронизирован, поэтому просто нажимаем ОК, он нажимаем и слушаем метроном, который почему-то не идет. Наверное, play надо нажать. Ага. Так. Что-то очень громко. Тише. Вот так вот. Ну, вот такой, например. Вот, и пока из того, что я понял, здесь есть вот такая кнопка паттерн. Нажимаем паттерн 1, например. Делаем запись. И потом начинаем играть. Ну и вот мы записали. И дальше сверху мы можем записать кик, снейр, например. У нас есть кик или клэп. Так, ну давайте кик запишем для начала. Ну такой вот, просто прямую бочку. Опять делаем трек, запись. Так, одну я записал. Может быть, даже не ровную сделать, а вот такую. Ну, может быть, вот так, да? И можно сверху еще что-нибудь, например, клэп. Здесь тоже мы сразу, получается, так как мы все это сразу отправляем туда, то нам здесь это нужно более-менее согласовать.
Так, метроном я выключу, чтобы лучше слышать хэт. Так, ну, допустим, как-то так. Вот мы теперь это можем проиграть. Соответственно, чтобы нам это все записать сюда, мы делаем то же самое. То есть мы убираем рек с третьего канала и ставим на первый канал, где у нас подключен вот этот выход. Сделаем рек. И теперь нужно, ну, как я предполагаю, слушать этот клик в ушах. И, во-первых, да, поменять на мультитрек рекординг. Поменял. Так, или да, в лайве сначала послушаем. Ну в лайве оно и так вот мы слушали, да? А теперь мультитрек рекординг. То есть, если мы сейчас нажмем play, так, но оно все равно играет. Почему не знаю. Так, ну ладно, в общем, сейчас попробуем записать мультитрек рекординг. Я включаю клик. Точнее, я нажимаю рек, у меня играет 4 удара метронома. И потом я просто нажимаю play, чтобы попытаться записать прямо в том же темпе. Пробуем. Так, ну мне кажется, я не попал в темп, поэтому сейчас мы просто останавливаем. И тут есть кнопочка вот такая, сейчас покажу. Undo. То есть мы нажимаем Undo, делаем Yes, и вот эту последнюю запись мы таким образом отменяем. Классная функция, про которую я сначала не знал, а потом как узнал, и стало прям очень удобно. Так, поэтому давайте еще раз пробовать, наверное, да? Ставим рек, я слушаю метроном и пытаюсь попасть. Сначала нужно 2 раза остановить. Перемотаем в начало, запись. Так, ну, вроде почти, но не совсем. Короче говоря, это не такой уж простой способ. Мне кажется, что проще было записать сначала барабаны, а потом уже сверху это все наворачивать. Поэтому нажимаем Undo, еще раз Yes, 2 раза Stop. Так, и снова пробуем записать. Ну, сейчас уже получше. Так, я что-то забыл, что там, короче, еще пара квадратов, видимо, была. Ну ладно, короче, мы оставим так. Вот, у меня сейчас нет задачи там супер что-то крутое записать. Поэтому у нас сейчас на половине будут барабаны, на половине нет. Ну окей. Здесь рек мы снимаем. И мы можем попробовать взять и дополнить, например, сверху еще что-то наложить, еще какую-то гитару. Для этого я попробую переключить просто вот этот вот третий канал, где у меня гитара на 4-й. Ну, то есть на 4-ю дорожку, грубо говоря, записать еще одну гитару. Сначала я в лайве попробую.
послушать. Я же четвертую, а сам кручу третью. Так, четвертую. Но все равно звука нет почему-то. Почему? Так, вот почему звука нет? Сейчас не... гейн не включен. Ну, короче, да, еще пока не привык. Нет, гейн тоже не помог. Здесь еще не отправлено на SAP. Здесь нужно нажать еще SAP, то есть куда мы отправляем, в принципе, этот сигнал. Вот теперь да. Что такое можно попробовать записать. Сейчас мы сначала послушаем и попробуем сыграть вживую. Прекрасно. Окей, попробуем сразу тогда записать. По идее, можно было бы сделать какое-то развитие, но у нас развитие не получилось. Поэтому... здесь такой острый звук у нас будет максимально фанковый. Вот сейчас. Как-то так. Вот, так как у меня в ушах метроном, то есть я все слышу, когда вступать и так далее, то есть просто нажимаю рэк. И не могу вступить все равно. Так, еще раз нажимаю рэк. Ну вот, в принципе, можно попробовать запустить, послушать. Ну не записалось, потому что вот такие бывают ситуации. То есть, ну, как бы, если забудешь переключить на MTR, то есть мультитрек рекординг, то просто оно не запишется и все. Вот в этом как бы сложность. То, что ты записал хороший дубль, а он не записался. Вот, поэтому пишем еще раз. Не расстраиваемся. Теперь звука почему-то нет. А почему? Потому что я не нажал рек. То есть еще один момент, который мы уже проходили, но тем не менее пока забывается. Ставим запись.
И теперь надеемся, что оно записалось. Включаем, проверяем, нажимаем play. Да. Так, ну и теперь главная фишка, что тут вот это все можно сводить прям после записи. То есть, так как это все, кроме, насколько я понимаю, кроме предусилителей, здесь все цифровое. То есть аналоговые предусилители, но вот эти эффекты, все цифровые, то есть все это можно редактировать уже после того, как все записано. Вот поэтому мы здесь нажимаем просто play и как бы сводим прям в реальном времени на живом микшере, что очень приятно, потому что не надо дергать мышкой и пытаться там что-то накрутить. Вот. Физически трогать гораздо приятнее. Давайте попробуем покрутить какие-то эффекты, попробовать что-то подсвести, послушать. Так, я попробую поставить, чтобы было что-то видно. Вот так вот я убрал, например, сейчас эту гитару фанковую. Можно ее добавить. Можно просто мьют нажать. Эффект добавить. Так, слушаем на барабанах, что у нас. В барабанах эффекта нет. Если добавить эффект, то будет вот так. Давайте попробуем по очереди начать с барабанов. Да, вот они. Можно легкий реверб наложить. Компрессировать побольше, чтобы они поплотнее звучали. Так, лоу-кат, скорее всего, тоже на входе действует. Мне кажется, он сейчас уже не будет работать. Хотя это не 100%. Так, хорошо. Еще раз слушаем барабаны. Вот так вот низ можно добавить сильно. Ну, мы чуть-чуть добавим. И попробуем теперь прибавить основную гитару. Здесь я предлагаю побольше прям ревера наложить или даже поменять эффект. Какой-нибудь дилей. Короткий дилей. Вот хольчик приятный. Или вообще рум вот этот мне нравится. Большая комната. Пробуем послушать. Так, где мы? Ну и добавляем вот эту гитарку, которая фанковая. Ее компрессируем побольше. А ревера поменьше. Ну и сейчас эквализация.
панорамирование сделать, но у меня одна колонка сейчас только подключена, поэтому она не будет работать. Вот. Ну, в принципе, все, мы записали. Я думаю, что на сегодня задача минимум выполнена. Я, если честно, даже не думал, что у нас получится. Вот, поэтому, по-моему, получилось прикольно. Единственное, не совсем совпадает гитара и барабаны. Вот я буду думать, как здесь лучше поступать. Скорее всего, сначала лучше прописывать барабаны, а потом уже сверху гитара, чтобы это будет проще. Вот, возможно, так. Так что будем думать и смотреть. Вот. Спасибо, что посмотрели этот эфир в записи, потому что в прямом эфире особо никого не было. Вот. Так что увидимся. Надеюсь, еще снять несколько роликов на эту тему и, в принципе, возобновить канал, поэтому оставайтесь на связи. Все, пока-пока.